Ну что, друзья, первая ошибка. Погазовал. Дал газюлечки, так скажем. Check engine. Проверил по сканеру сейчас. Короче, код ошибки 1222. Почитал в интернете. Тут у меня не написало по сканеру, что это за ошибка. Почитал в интернете. Описание. При ошибке автомобиля Mercedes-Benz в нашем справочнике имеются следующие данные. Датчик положения педали. Первый сектор. Правдоподобие. Ну, короче, переводик тоже какой-то. То, что удалось найти. Прожал я педальку нормально до кнопки. Может быть, из-за этого и загорелся чек. Сейчас попробую скинуть. Ну вот, стер ошибки. Сейчас показывает, что ошибок больше нет. Попробую запустить, и потухнет ли чек. Да, чек потух. СРС горит. Проблема, в общем, та же, что и в моем CLK. Посмотрите, вот здесь видос про это. Потому что горит здесь тоже. Это же проблема. Если нажимаю на седуху рукой, вот так, начинаю давить, бывает, что эта ошибка уходит. Где-то там прижмешь. Короче, когда сидит рядом человек, она пропадает, эта ошибка. О, видите, пропала. Пожмякал рукой просто. Короче, проблема та же самая. Когда покупал машину, меня еще удивило, почему продавал мужчина машину, а свою дочку оставил тут сидеть на сиденье. Типа, ну едь, проедь, а ты посиди там. Я еще думаю, ну ладно, окей, пусть сидит, что она мне мешать не будет. Теперь я понял, хитрец, блин. Но это реально так и работает. Потому что когда я еду со своей девушкой, все нормально, пока здесь кто-то сидит. Как никого нету, загорается ошибка. А ремень это понятно, я просто не пристегнут. Все, видите, идеально. Все превосходно. Так, постараюсь говорить погромче, надеюсь, что вам будет слышно меня. Для чего я ее купил? Купил я ее для целей таких, как рабочие цели. Потому что, смотрите, видите сами, какой вагон. Короче, сюда хоть, блин, рельсы грузи. Ну как, на самом деле небольшая машина, но по сравнению с CLK, конечно, это гораздо больше машина. Плюс, самое основное, что мне было нужно, это ручная коробка, дизель, 2.2 дизель, кстати, у меня. Мотор ОМ 646, довольно надежный, говорят, агрегат, но есть проблемы, там ломает клинвалы, короче, проблемы с балансирами, не любит очень сильно езду в натяг, поэтому я езжу по городу на третьей передаче. Да, может быть, это звучит странно, как это так, типа, блин, 2 оборотов, да, на 50 километров. Но зато исключу этот момент, то, что она будет у меня работать в натяг. Вот так разогнался 50. Все. О, 2000 оборотов. И едешь. В целом, чтобы залетать, как вы знаете, наверное, многие знают, что я работаю на экскаваторе. И иногда хочется ездить просто на своей машине на работу. Также ты можешь сесть сюда в робе, не думая, что ты там что-то испачкаешь. Ту машину я решил полностью сейчас вычистить. И сделаю ее чисто такую, так скажем, чистую машину. Чтобы можно было одеться чистенько и поехать по каким-нибудь там делам, не знаю. Или просто прокатиться, так скажем. Есть 3 самых больших критерия, по которым я выбирал машину. Это чтобы была ручная коробка передач, чтобы это был дизель, желательно как можно экономнее и менее такой капризный, так скажем. И 3-й критерий, по которому я выбрал эту машину, это, конечно же, фаркоп. Можно сейчас запросто взять в аренду какой-нибудь прицеп. Беру в аренду прицеп, сажусь в свою машину, заправляю ей дизеля и везу там всякие диваны, холодильники, все что угодно. Сейчас самое главное мне не путаться, не залить сюда случайно бензина и не залить в купешку случайно дизеля. Ездил за городом, в общем, сбрасывал за городом полностью, ну, обнулял как бы приборку, да, и тогда показывается точный расход, который вот в данный момент именно ездит. Проехал где-то 3 километра, 3-4 километра, и цифры, когда сбрасываешь, показывает 8 изначально, а в течение езды он как бы начинает скидывать, и скинул он до 4,9, все, ниже уже не полз. Ну, в общем, 4,9 это нормально по трассе. По городу я еще так не проверял, но думаю, где-то будет, ну, литров 9, может быть, будет, я думаю, точно. И коробочка 6-ступенчатая, это очень круто.
Потому что по трассе эта шестая скорость просто превосходна. Ты разгоняешься по трассе, едешь 110-120 километров, а у тебя 2000 оборотов. Это идеально. Для автобанов машина создана просто. Единственное, что если ты едешь до 90 или 90, то приходится ехать на пятой скорости. Потому что шестую, если включить шестую, то машина, получается, идет очень сильно в натяг. Ну и опять же, вот из-за этого начинаются проблемы с мотором. При замене масла я расковырял фильтр, ну, разрезал его на две части. Точнее, ну, эти кольца отрезал, раскрыл его и нашел там 2, 3, 4, может быть, таких хлопушки маленьких, алюминиевых. Ну, какая-то как стружечка такая. Вот я не знаю, отпишитесь, это в принципе допустимо, ну, то, что мотору, у него пробег. Сейчас я вам точно скажу, сколько у него пробег. 522 тысячи. И что-то мне подсказывает, что это действительно не скрученный пробег у нее, потому что пробивал по сайту нашему CSDD, по Латвии скручивание пробега как бы не видно, что скручивался пробег. И самое важное, что машина не была в авариях, по крайней мере в Латвии. Всегда приятно, когда машина, ну, ровная, пусть она, да, будет ржавая, на ней полно ржавчины на этой машине, но она будет ровная, без всяких, так скажем, искажений кузова серьезных. По ржавчине тут все печально, короче, задняя подвеска вся разбита. У меня, кстати, была мысль брать отсюда, если что, задний весь мост и перекидывать его на свою, но в итоге я посмотрел, там все ржавое, там еще может даже хуже, чем в моем CLK все сгнившее. Поэтому эта идея сразу же отпадает. Так что оставлю, наверное, как есть. В принципе, я, наверное, все так о нем рассказал, что тут поломок больших тут нету, все работает нормально. Проверял двигатель по трассе, разгонялись, газ в пол, я заехал сзади за машиной, просил друга, чтобы, ну, он ее для меня гнал, я ехал на своей, а он ехал на этой машине. Я его попросил, чтобы, ну, он обогнал меня и попробовал, типа, он ехал наверное, на пятой он ехал, ну, чтобы он скорость вниз скинул и газ в пол нажал, посмотреть, будет ли копоть дыма. Но по итогу там особо копоти-то и не было. Сейчас. О. Да, вообще огонь, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот меня все обгоняют, психуют, и я еду сейчас 80 километров, еду не спеша, в принципе. Кому надо спешить, пусть спешат. Я никуда не спешу. Ну, дым, да, он выскочил там, ну, он выскочил буквально в моменте и все, и дальше дыма не было. Но это, я думаю, может напрямую говорить о том, что двигатель, в принципе, в неплохом состоянии. Хоть у него и такой пробег большой. На данный момент я сейчас поеду в гараж. Нужно ему отполировать фары. Первое, что мне хочется сделать, это отполировать ему фары, потому что они ужасно мутные. Но это вы увидите уже в следующем видео. Так что всем спасибо, подписываемся на канал, смотрим новые видео, ждем. Поприветствуем нового друга на канале. Всем спасибо за просмотр, всем пока.